Тема Верденский договор. Верденский договор, заключенный 10 августа 843 года, разделил франкское государство, Франкскую империю или королевство франков на три королевства между Лотарем I, Людовиком II немецким и Карлом II Лысым, оставшимися в живых сыновьями короля Людовика I Благочестивого, сына и преемника Карла Великого. Этот договор был заключен после почти трехлетней гражданской войны и стал кульминацией переговоров, длившихся более года. Это был первый из серии разделов, приведших к распаду государства-империи, созданной Карлом Великим, и рассматривался как предвестник образования многих современных стран Западной Европы. Этот мирный договор стал первым из 4 договоров о разделе Каролингской империи, Франкской империи или империи Карла Великого, за которым последовали Прюмский договор, Мерсенский договор и Рибмонтский договор. По сути, Верденский договор сформировал прообразы таких современных государств, как Франция, Италия и Германия соответственно. Также стоит подчеркнуть, договор стал результатом четкого отражения специфической для франков концепции разделяемого партитивного наследования, которое фактически разрушило франкское государство или королевство франков. После смерти Карла Великого Людовик Благочестивый стал правителем Франкской империи, а Габард, архиепископ Лионский, выступал против разделения империи, поскольку утверждал, что это приведет к расколу церкви. Во время своего правления Людовик Благочестивый разделил империю таким образом, чтобы каждый из его сыновей мог править своим собственным королевством под его контролем. Старший сын Людовика Лотарь I получил титул императора, но из-за нескольких повторных разделов, проведенных его отцом и последовавших за этим восстаний, он стал гораздо менее влиятельным. Когда Людовик умер в 840 году, Лотарь I провозгласил себя правителем всего королевства своего отца, пытаясь вернуть себе власть, которой он обладал в начале своего правления в качестве императора. Он также поддержал притязание своего племянника Пипина II на Аквитанию, крупную провинцию на западе франкского королевства. Брат Лотаря, Людовик II и его сводный брат Карл II отказались признать сюзеренитет Лотаря и объявили ему войну. После кровопролитной гражданской войны они разбили Лотаря в битве при Фонтенуа в 841 году и скрепили свой союз в 842 году Страсбургской клятвой, которая объявила Лотаря непригодным для императорского трона, после чего он согласился на переговоры об урегулировании. Каждый из 3 братьев уже правил в одном королевстве. Лотарь в королевстве Италии, Людовик в королевстве Баварии, а Карл в королевстве Аквитания. Лотарь I получил наследство Среднефранкское королевство. В результате этого соглашения Лотарь сохранил свой титул императора, но это давало ему лишь номинальное верховенство над землями его братьев. Позже его владениями стали Нидерланды, Рейнская область к западу от Рейна, Лотарингия, Эльзас, Бургундия, Прованс и королевство Италия. Он также получил 2 города Ахен и Рим. Людовик II получил Восточно-Франкское королевство. Ему была гарантирована власть над всеми землями к востоку от Рейна, за исключением Нидерландов к северу от Рейна, и к северу и востоку от Италии, которые в совокупности назывались Восточной Францией, и в конечном итоге она стала королевством Германии, крупнейшим компонентом Священной Римской империи. Карл II получил Западно-Франкское королевство. Пипину II было пожаловано королевство Аквитания, но только под властью Карла. Карл получил все земли к западу от Роны, получившие название Западная Франция. В конечном итоге это государство стало королевством Франция. После смерти Лотаря в 855 году его старший сын Людовик II унаследовал Италию и права своего отца на императорский трон. Верхняя Бургундия, Нижняя Бургундия, Арли, Прованс перешли к 3-му сыну Лотаря Карлу. Оставшаяся территория к северу от Альп, которая ранее не имела названия, была унаследована 2-м сыном Лотаря, Лотарем II, и затем была названа в его честь Лотарингией.